В Великобритании до сих пор существуют должности, которые кажутся выдумкой. Один человек следит за тем, чтобы знаменитые вороны не покинули крепость XI века. Другой каждое утро будит короля Великобритании, играя на волынке под его окнами. А у третьего человека обязанности еще более странные. Раз в год он надевает парадную форму, идет в парламент, где перед ним демонстративно захлопывают дверь. Самое удивительное, что все эти должности существуют в Великобритании прямо сейчас, в 21 веке. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Галина, вы на канале «Англия в деталях». И сегодня я расскажу вам о 3 самых необычных профессиях в современной Британии, которые больше похожи на персонажей старой сказки, чем на реальные государственные должности. Все они появились не ради развлечения туристов. За каждой из них стоит история, традиция, а иногда события, которые когда-то меняли судьбу всей страны. Если вам интересна Англия не по открыткам, а через такие детали и истории, подписывайтесь на канал. Здесь мы как раз разбираем вещи, которые на первый взгляд кажутся мелочами, а потом вдруг оказывается, что за ними стоит целая культура. Рейвен Мастер – главный смотритель воронов Тауэра. Одна из самых редких профессий в Великобритании. Рейвен Мастер – это не ученый-орнитолог и не ветеринар. На него нельзя выучиться в университете, нельзя просто подать резюме, прийти на собеседование и сказать «я люблю животных и хорошо лажу с птицами». Чтобы получить право ухаживать за воронами Тауэра, сначала нужно построить полноценную военную карьеру. Большинство кандидатов служат в британских вооруженных силах более 20 лет. Затем нужно дослужиться как минимум до сержанта или уоррент-офицера, получить медаль за выслугу лет и безупречную службу. И только после этого появляется шанс попасть в корпус йеменских стражников Тауэра, тех самых бифитеров в знаменитой тюдоровской форме. Но даже тогда работа еще не ваша. Будущий смотритель должен несколько лет проработать в Тауэре, заслужить доверие коллег и доказать, что способен работать с птицами. И лишь после этого он может претендовать на должность рейвен-мастера, после того, как она станет вакантной. Фактически путь к этой профессии занимает четверть века. Но чем же он занимается каждый день? Первое, что делает рейвен-мастер утром, проверяет, все ли птицы на месте. Затем он осматривает птиц, кормит их и готовит к дневной прогулке по территории Тауэра. Рейвен-мастер одновременно работает и смотрителем воронов, и йеменским стражником, проводит экскурсии, следит за порядком и не выпускает из поля зрения своих подопечных. Вечером он снова собирает птиц, возвращает их в вольеры и делает вечерний осмотр. Звучит довольно спокойно. До тех пор, пока не вспомнишь, что вороны Тауэра – это не декоративные птицы. Они умные, упрямые, социальные и прекрасно умеют создавать проблемы для своих смотрителей. Пожалуй, лучше всех это понимал Кристофер Скейф, самый известный рейвен-мастер последних лет. До службы в Тауэре он провел 24 года в британской армии. Был инструктором по выживанию и ветераном военной службы. Именно он превратил малоизвестную дворцовую профессию в мировую знаменитость. Скейф начал рассказывать о воронах в социальных сетях, давать интервью и публиковать истории о своих подопечных. В 2018 году он выпустил книгу «Рейвен-мастер. Моя жизнь с воронами Тауэра», которая познакомила миллионы людей с одной из самых необычных профессий Великобритании. Но если рейвен-мастер отвечает за знаменитых воронов Тауэра, то следующая профессия связана уже с самим монархом, причем самым неожиданным образом. В мире существует немало странных профессий. Но только в Великобритании существует человек, который каждое утро будит короля, играя на волынке.
Официально эта должность называется Piper to the Sovereign, что можно перевести как «королевский волынщик». Традиция появилась в 1843 году. Во время поездок по Шотландии королева Виктория настолько полюбила звучание волынки, что приняла решение завести собственного придворного волынщика. С тех пор британские монархи почти непрерывно сохраняют эту традицию уже более 180 лет. Каждое утро в 9:00 волынщик обязан играть на волынке под окнами монарха в течение 15 минут. Причем неважно, где в этот момент находится король. Букингемский дворец, Виндзорский замок или шотландский Балморал. Если монарх переезжает, волынщик переезжает вместе с ним. Попасть на эту работу так же сложно, как стать рейвенмастером. С улицы сюда не берут. Кандидат должен быть действующим военнослужащим британской армии и главным волынщиком военного оркестра. Обычно это люди, которые уже много лет руководят армейскими оркестрами и считаются одними из лучших волынщиков Великобритании. Представьте себе вершину музыкальной карьеры. Вы становитесь одним из лучших исполнителей страны. И в какой-то момент ваша карьера приводит вас к тому, что вы получаете право быть самым необычным будильником Великобритании. Среди британских военных музыкантов существует популярная байка о том, что один из кандидатов отказался от должности королевского волынщика из-за слишком скромного жалования. Документально эта история подтверждается плохо, поэтому сегодня ее скорее относят к армейскому фольклору. Для большинства музыкантов это назначение становится событием всей жизни, потому что дает возможность стать частью британской истории. Самый известный современный королевский волынщик – трубач-майор Пол Бернс. Именно он будил Елизавету II в последние годы ее жизни. И именно ему выпала честь проводить ее в последний путь. Во время похорон королевы в сентябре 22 года Бернс играл шотландскую мелодию «Sleep, dear, sleep» – «Спи, дорогая, спи». Стоя внутри Вестминстерского аббатства, он начал медленно уходить по коридору. Звук волынки становился все тише, тише и тише, пока не исчез совсем. Для миллионов зрителей это был не просто музыкальный номер. Это был момент, когда со звуком волынки уходила целая эпоха. Но если королевский волынщик каждое утро будет короля, то следующая должность связана уже не с королем, а с парламентом. Представьте себе должность, частью которой является ежегодное публичное унижение, причем по государственному протоколу. Перед вами демонстративно захлопывают дверь. На глазах премьер-министра, депутатов, журналистов и миллионов телезрителей. И это не ошибка, это ваша работа. Официально название этой должности довольно длинное. Чаще ее называют просто Black Rod – черный жезл. Главная обязанность черного жезла связана с церемонией открытия новой парламентской сессии. Перед началом церемонии он получает приказ от монарха пригласить членов Палаты общин в Палату лордов. Казалось бы, что может пойти не так? Но как только он подходит к дверям Палаты общин, они демонстративно захлопываются прямо перед ним. После того Black Rod трижды ударяет своим черным жезлом по двери. И только тогда его впускают внутрь. Эта традиция появилась после событий 1642 года. Тогда король Карл I вошел в палату, чтобы арестовать нескольких депутатов. Закончилось это настолько плохо, что позже страна погрузилась в гражданскую войну. С тех пор двери закрывают даже перед представителем монарха. И это не историческая реконструкция. Это официальная государственная процедура, которая проводится каждый год. Причем ее смысл остается тем же, что и несколько столетий назад. Напомнить монарху
что парламент остается независимым от короны. Но британцы были бы не британцами, если бы не превратили даже этот древний государственный ритуал в повод для шуток. Самым известным противником черного жезла стал депутат Деннис Скиннер, убежденный республиканец и противник монархии. Каждый раз, когда Блэк Роуд после церемониального стука входил в палату общин, в зале наступала торжественная тишина. И именно в этот момент Скиннер выкрикивал какую-нибудь колкость. Во время бриллиантового юбилея Елизаветы II он выкрикнул: «Королева налоги-то платила?» В другой раз заявил: «Поторопитесь, у меня королевское кино в 5 часов начинается». Самое смешное, что Блэк Роуд по протоколу не имеет права реагировать. Никаких улыбок, никаких комментариев, никаких ответов. Он обязан сохранять абсолютно невозмутимое выражение лица и продолжать церемонию. За сотни лет ударов черный жезл оставил на двери палаты общин заметную вмятину. Поэтому сегодня место удара защищено специальной металлической пластиной, чтобы не повредить историческую дверь окончательно. Черный жезл остается одной из самых необычных должностей Великобритании. Этот человек напоминает сразу о двух вещах. О том, что королевская власть имеет границы. И о том, что британцы способны шутить даже в самые торжественные моменты. В Британии прошлое не всегда остается в прошлом. Иногда оно просто продолжает ходить на работу.